подобие бумбокса от JBL, только цена в разы меньше и материалы проще. 24 часа воспроизведения звука на 50% громкости вывозит. Аккумулятор мощностью 10 тысяч мАч, технология BESS-App, защита IPX7, водонепроницаемость плюс плавучесть. Функция пауэрбэнка на борту, удобная ручка для переноски, диафрагма из чистого титана для воспроизведения высоких частот до 40 кГц и стереозвука. Возможность создать стереопару на борту. Bluetooth версии 5.0, комфортное использование через приложение, сделанное для людей, постоянно обновляемая прошивка, родной рабочий эквалайзер прямо в приложении, но минусов, несмотря на то, что это анкер, конечно же, тоже хватает. Tube 881, всем виват, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, на канале только быстрые обзоры, которые всегда подкреплены тестами. Большинство этих тестов я провожу онлайн на стримах, обычно это смартфоны. Много конкурсов, условия которых в описании. Самое интересное — это 5 Mi Band 6 серии, я разыгрываю ежемесячно за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, а теперь я расскажу вам о долгожданной акустической системе Soundcore Motion Boom, а также сравню ее по ходу с собратом Soundcore Motion Plus. И да, я, как и вы, очень долго старался ее купить, потому что доставка на Али не хотела отправлять ее в Российскую Федерацию. Но что-то поменялось, и анкера теперь отгружают к нам ее без проблем, как, по-моему, и всем. Коробка самая обычная, с основными характеристиками на картоне. Единственное, она приходит почти всем помятая. В комплект входит сама акустическая система, USB Type-C кабель и краткое карманное руководство с картинками. Могли бы, конечно, и положить полную инструкцию, потому что никаких технических характеристик там фактически нет. Да и кабельное хозяйство не назвать супер качественным. И да, примеров звука не будет. За дураков в YouTube никого не держу. Здесь 5 видов сжатия, после чего вы будете слышать свой источник, а не записанный с колонки звук. Корпус выполнен из матового пластика, по тактильным ощущениям не особо приятного, да и внешне не особо он дорого выглядит. Честно говоря, в руке куда приятнее держать Motion Plus, так как ее корпус выполнен из Soft Touch пластика. Soundcore Motion Boom имеет рейтинг IPX7 по защите от воды, что означает, что она полностью водонепроницаемая и плавучая, но мы это позже обязательно проверим в тесте. На ручке есть прорезиненная вставка, чтобы она не выскальзывала из рук. По бокам незащищенные пассивные излучатели низких частот, которые вибрируют и добавляют звуку глубины басов и делают звук достаточно объемным, кстати. Колонка подойдет как для прослушивания музыки в помещении, так и на улице, хотя звучание Motion Plus по мне значительно более чистое. Внизу у колонки Boom две антискользящие ножки. С фронта защитная решетка, за которой находятся те самые драйвера Motion Boom с диафрагмами из 100% титана. Сзади за прорезиненным клапаном два отверстия под USB-A и USB Type-C. К моему великому сожалению, отсутствует разъем для стандартного AUX, то есть мини-джека нет, хотя у Motion Plus он есть. Я бы сказал, что это такой приличный фейл. Как вы понимаете, от колонки можно заряжать что угодно при помощи USB-A. Летим дальше. На панели управления все кнопки прорезинены, а также 4 из них с подсветкой. Слева находятся кнопки BESS-App, которая является технологией от производителя для получения более сильных басов, хотя куда им еще больше быть, даже без этой кнопки, я не знаю. Далее кнопка Bluetooth модуль, справа кнопка режима ТВС для синхронизации колонок в стереопару, поддерживающих эту функцию, опять же, и кнопка питания. Возвращаясь к Motion Plus, в ней ТВС режим, кстати, отсутствует. По центру расположены объединенные 3 кнопки уменьшения и увеличения громкости, плюс многофункциональная кнопка, с помощью которой можно воспроизводить, либо ставить музыку на паузу. Навигация по плейлисту и также для управления вызовами для функции громкой связи. Плюс активация голосового помощника. Громкая связь работает так себе, не супер, но и не худший вариант, разговаривать можно. В этом плане, в принципе, у собрата Motion Boom все аналогично. В Motion Boom звук направлен в одну сторону, а у Motion Plus прямо и по сторонам, то есть охвата чуть-чуть больше. И еще говоря про звук, их главное отличие — это в жесткости баса. У Motion Plus он более жесткий, а у Motion Boom бас более объемный и мягкий. Я бы сказал, если честно, по моим ощущениям, у Motion Plus бас более слоистый и среднего баса больше. Габариты этих двух колонок крайне разные. Motion Boom 34,5 см на 14,8 см и на 20 см. Motion Plus почти по всем трем измерениям в 2 раза меньше. Естественно, по этой причине их вес отличается, но не так сильно, как габариты. Всего лишь на 500 граммов. Вес Motion Boom 1,5 килограмма. Кстати, заметил странную особенность. Когда держишь в руке Motion Boom за ручку, она кажется легче, чем Motion Plus за счет эргономики. Внутрянка. Заряжается колонка от 5 вольт 2 ампер. В итоге имеем мощность 10 ватт для зарядки. Мощность звучания 30 ватт. Емкость встроенного аккумулятора 10 тысяч мАч. Motion Boom довольно хороша по автономности, и ей Motion Plus конкретно уступает, так как у Motion Plus аккумулятор всего на 6100
5700 мАч, что практически в 2 раза меньше, но, как по мне, даже такого объема вполне достаточно. Время полного цикла зарядки около 4 часов при зарядке от 5 вольт 2 ампер. По факту на вход принимается чуть меньше 10 ватт. Выходной разъем выдает всего 5 ватт, что, согласитесь, маловато для зарядки, но в то же время все равно можно зарядить что угодно от него. Звук, разумеется, стерео у обеих. Обе колонки имеют Bluetooth версии 5.0. Радиус действия обеих около 22 метров от источника на открытой местности, опять же по моим тестам. Motion Boom поддерживает кодек SBC, но в ней нет поддержки кодека AAC или aptX, а Motion Plus радует нас кодеком aptX. Если вы не забыли, то напомню, что он намного лучше передает звучание, нежели SBC, там битрейт просто больше. Технология Bass App с помощью цифрового сигнального процессора анализирует усиление низких частот в режиме реального времени. По мощности Boom выдала в среднем 80 дБ на моих тестах, от чего я был просто удивлен и перепроверил еще несколько раз, так как Motion Plus в тех же самых условиях давала 90 дБ. И дальше тоже весело. Подключается колонка Motion Boom быстро и легко. Для этого находим приложение Soundcore, доступное как на Play Market, так и на Apple Store. Скачиваем, производим регистрацию, после чего в главном меню находим вкладку Motion. Выбираем Motion Boom, далее включаем Bluetooth на вашем девайсе и на колонке. Обязательно обновляем прошивку. Для этого заходим в настройки устройства и нажимаем троеточие в правой верхней части экрана. Выбираем пункт «Обновить прошивку». Все готово. После подключения переходим в меню, в котором вы можете точно настроить параметры автоматического отключения и голосовых подсказок, кнопку воспроизведения паузы и ползунок громкости, а также секцию эквалайзера с несколькими предустановками, включая настраиваемый эквалайзер с 9 полосами от 80 Гц до 13 кГц. В приложении также есть кнопка усиления низких частот. Это та же кнопка, что и на самой акустической системе. Но ее я бы не советовал нажимать, звук и так не особо натуральный. А теперь тест. В этот раз я решил ее не ронять, а просто проверить на водоустойчивость. Отправить плавать ее в фонтане, конечно, не решился, потому что вылавливать ее не особо хотелось потом. Тест проводил сразу с 2 колонками, погрузил в воду на 30 секунд обе, после чего достал и подумал, что перестала работать Motion Boom. А это просто мой плеер приостановил воспроизведение музыки. По итогу с ними ничего не случилось, тест прошли они обе успешно. Под заглушки вода не попала. На звук это никак не повлияло, по факту в колонку можно влить 9000 мАч по моим тестам. Можете разок свой аккумулятор на 5000 мА от колонки полностью зарядить, и еще на 10 часов звучания вам останется. Остаток заряда можно узнать только в приложении, что не особо удобно, никаких индикаторов на колонке нет. Звучание описывать желания особого, если честно, нет. Отчего все просто, звук объективно хуже, чем у Motion Plus, притом во всех возможных вариантах использования. Басов, которых часто нет в композициях, хоть отбавляй. На максималках каши нет, но мощи по ощущениям лично мне не хватает, а таких объемов желаешь большего. Детальности не хватает катастрофически, но отменный объем. Звучание направленное будет хорошо слышать с той стороны, в которую оно направлено. И если не слушать Motion Plus, эта колонка будет казаться просто совершенством. Но, как говорится, все познается в сравнении. Хотя верхних частот объективно у Boom не хватает. И зачем платить больше, если что-то лучше есть и дешевле? И да, разумеется, Boom больше подойдет для вечеринок. На 50% громкости она отыграет 24 часа, что даже очень сильно. Максимальной громкости хотелось бы немного больше, хотя бы на уровне Motion Plus. С другой стороны, по отзывам есть те, кому звучание у Boom понравилось больше, чем у Motion. Магия восприятия воплоти. Цена по ссылке в описании к видео в районе $96, на распродажах падает до 76 с бесплатной доставкой. И не забудьте подписаться на мой телеграм-канал скидок и промокодов на Алиэкспрессе по ссылке в прикрепленном комментарии. Скоро будет распродажа, будет много всего выгодного. Резюмирую, колонка Motion Plus Boom хороша в звучании, что и в автономности тоже. Некий мини-бумбокс для людей, любящих танцевать на улице под хороший звук. И чтобы выглядело стильно, самое то. А Motion Plus больше подойдет для прослушивания дома, даже ближе к аудиофилам, потому что можно и по кабелю подключить. Подписывайтесь с колоколом, пишите в комментариях, что еще купить для обзора. Завтра будет обзор на iPhone 12, взгляд фаната Android смартфонов. Девайсу для вечеринок на веселе. Да, добра и удачи вам, дорогие друзья.